Всем привет! Подарили мне вот такой замечательный бюст, напечатанный на 3D принтере. Кто не знает, это бюст Сергея Бодрова. Не побоюсь этого слова, легенда российского кино. Главный герой фильма – брат. У меня родилась идея сделать диораму на ее основе. Сейчас моя задача превратить данный полимер в памятник. И сделать это быстро и просто. Дефекты и царапины на боковых и задней поверхности фигуры не убираю, а делаю их еще больше, используя для этого бормашинку. Делаю я это совершенно неаккуратно и хаотично. Мне нужны большие шероховатые пятна. Перед нанесением грунта обезжириваю поверхность спиртом. Загрунтовываю бюст черным цветом. Базовый слой наношу краской медь от фирмы AK Interactive. На момент озвучки ролика в голове уже родилась более интересная технология. Обязательно в скором времени ее опробую и покажу вам. Думаю, что новый вариант будет еще проще и еще интересней. А тем временем задуваю бюст в медь. Красивый цвет. Но это абсолютно не то, что мне нужно, естественно. Для следующего шага мне нужна вот такая краска. Это восковая краска ярко-зеленого цвета. Хаотичной кистью, кстати, этой краской можно работать и просто пальцами, наношу, не жалея, на мой объект. Особенно на места углублений и неровностей. Количество краски нужно использовать от конечной цели. Что в итоге вы хотите увидеть. Тонкой кистью наношу финальные, точечные штрихи. Теперь мне нужна такая же краска, но только синего цвета. Таким же образом наношу и ее на бюст. Старая медь имеет зелено-синий оттенок, поэтому и синий цвет здесь нужен. А вообще я пересмотрел много фотографий памятников. И хочу сказать, что двух одинаковых я не нашел. Эффекты старения вообще везде разные. Есть и без зелени, и без синевы. Так что здесь не боюсь экспериментировать. Краску наношу жирно, не жалея ее. Беру коричневую смывку. Я считаю базовый цвет слишком яркий, его нужно приглушить.
Почему я и сказал, что покажу в следующем ролике иной способ. Попробую вместо меди сначала нанести базовый цвет темно-коричневой краской. Ну, может и просто коричневой. Тогда этот этап с коричневой смывкой станет ненужным. Цвет я приглушил, но мне этого показалось мало. Взял теперь черную смывку. И полностью повторяю предыдущую операцию. Несколько часов подождал, пока смывка высохнет. Сейчас съемка идет на таймлапсе. Вы видите 30 секунд. А на самом деле прошел час. Теперь заключительный и самый интересный шаг. Это высветление. Беру краску медь. И золотой пигмент. Размешиваю их между собой. Окунаю кисть в краску и насухо ее вытираю. И прохожусь кистью по всей поверхности бюста. Ну, естественно, что таким методом, а это метод сухой кисти, в углубление я не попадаю. В итоге получилось у меня так. Но экспериментировать можно постоянно, и эффект можно получать разный, в зависимости от цели. К примеру, вот на этом бюсте я гораздо меньше нанес зеленой и синей краски, но в конце прошелся зеленым фильтром. Такой вариант тоже существует. Можно до блеска натереть нос и другие части тела, чтобы был глянец. Ну, если памятник установлен, к примеру, в доступное людям месте, например, в метро. Каждый проходит и каждый гладит, нос блестит. Ну, тема интересная. А на этом все. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии. До скорой встречи. А зовут меня Виталий Новиков.